Всем привет! Сегодня на видеообзоре, как по мне, интересная также камера. Одна из новинок InQ Mega. Компания есть такая. Также есть их магазин, подразделение их магазинов на AliExpress. Вот из одного магазина я такую камеру и заказал. Что-то похожее у меня уже было на видеообзоре. А именно камера такого вот исполнения. Мини-камера, которая меня удивила. Так я видео и назвал: камера, которая меня удивила. А удивила та камера меня чем? Адекватной своей работой. Хорошей картинкой дневной и ночной. Плюс адекватным слежением именно за человеком. Камера с приложением Tuya. Данный вариант также. Здесь вот показан, какой может быть вариант камер. С боковыми прожекторами и просто вариант мини-камеры. Но скорее всего и ИК, и LED светодиоды двойного действия у нее именно встроены в одном ИК-модуле со светодиодами LED ИК. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Также чем интересна эта камера, а тем, что она уже идет просто в миниатюрном корпусе. В комплекте можете заказать карту памяти сразу же. Кстати, здесь U1. Уже смотрите по вашему требованию. Нужна карта памяти, заказывайте. Будет дороже комплект камеры на цену карты памяти. Чем емкостнее карта памяти, тем, понятно, будет цена всего комплекта больше. Инструкция идет тут Tuya и все моменты. Камера, что за что отвечает, какой кабель куда втыкать, все есть. Пока русского языка нет, но инструкция, видите вы, листочек с двух сторон. Это говорит о том, что любой справится. Пенсионер, ребенок, женщина, все это сделают. Блок питания по стандарту. Все по стандарту. Коротенький кабель в розетку и кабель в камеру. И это все размещается, если устанавливаете камеру на улице, размещается в герметичной распредкоробке. Помещаете этот блок питания. Понятно, подводить нужно к распредкоробке тогда 220. Уже есть удлинители, продаются от 3 до 10 метров. Уже смотрите по вашему желанию. Что главное в прокладке питания, чтобы был качественный кабель, и учитывайте метраж. Больше 10 метров не стоит использовать, потому что блок питания попросту не вытянет. Будут потери по питанию, до камеры будет доходить вольтаж меньше, чем 12 вольт, соответственно камера будет плохо работать, глючить. Вот камера. Просто удивляют. Уже реально просто удивляют они своей миниатюрностью. Поворотная камера со слежением за человеком, 5 мегапикселей, двухстороннее аудио. Кто бы раньше мог подумать, что камеры будут таких размеров. Китайцы все дорабатывают, и это становится все доступнее, во-первых, и во-вторых, это все уже в миниатюре идет. Wi-Fi также имеется на борту, антенна уже идет больше, чем камера. Вот так будет выглядеть это все с антенной. Смотрите, именно тот корпус, когда-то я вам такую камеру тоже показывал, с приложением XMI. И ICC, XMI, кому нужно, вот именно такой вариант камеры с таким вот корпусом. Очень отличный вариант. Чем этот корпус хорош? Тем, что под потолок вы можете его по максимуму прикрепить. Камера уличная, полностью в уличном исполнении. То есть герметично, защита от осадков полностью есть. Крепите ее на улице, под дождем, под снегом, все будет с ней нормально. Но также вариант неплохой для помещения. Угол под потолок ее, отлично она выглядит. То есть не будет портить интерьер, экстерьер вашего помещения. И что еще здесь? Тот вариант, где я вам показывал с кронштейном разборным. Пластина снимается задняя, крепится на стену, именно вот этот квадрат. А потом мы уже камеру навешиваем и фиксируем ее нижними винтами.
Тоже все элементарно и просто. В комплекте также идет элементы крепежные и муфта на RJ45. Можно все это дело герметизировать, кабели. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Первое подключение желательно камеры делать на столе. Перед тем, как вы ее будете устанавливать на место, подключаем ее в домашнюю сеть. Роутер Wi-Fi есть, подключаем по Wi-Fi камеру. Нету Wi-Fi роутера, обычный роутер проводной, подключаем камеру по кабелю. Есть всевозможные подключения, можно сразу подключить по Wi-Fi и потом камеру переключить просто на кабель, подключить к роутеру. Камера автоматически переключится и будет работать по кабелю. Давайте подключим по Wi-Fi сразу. Карта памяти устанавливается, слот имеется именно вот в этом месте, под резиновой силиконовой заглушкой такой плотной. Так, а она и не держится. Просто нужно ее там будет фиксировать самому. И слот под карту памяти. На модуле все как обычно. И дублируется кнопка сброса, вон маленькая, есть к заводским установкам. Но кнопка сброса к заводу также есть и на отводе кабеля, но дубляж именно ее здесь. Ну и здесь все просто, контактами устанавливаем к модулю. До защелкивания до обычного. И закрываем плотно пробкой герметичной. Вот так все это проконтролировать. Нужно закрыть все плотно. Можно сразу подключить камеру блоком питания ее, дать ей загрузиться и сделать сброс к заводским установкам. Нажав и удержав вот эту вот кнопку больше 10 секунд, будет голосовое сопровождение. Данная камера имеет динамик встроенный и микрофон, поэтому голосовые сопровождения будут при загрузке камеры. Но я думаю, что камера сброшена, можно и не делать сброс. Кстати, по сбросу камеры, как правильно делать сброс камер, видео я делал, переходите по ссылке ниже. Если вдруг не дал ссылку, то спрашивайте, обязательно дам ссылку на видео, которые вас интересуют на моем канале. Включаю в розетку и подаю питание. Индикация на кабеле появилась, мигает зелененький светодиод. Также индикация есть на блоке питания, говорит о том, что синий светодиод, что питание пошло. Какое-то время камера щелкает, слышно внутри. Сказал мужской голос: welcome, приветствую, добро пожаловать. Тем временем, пока камера загружается, именно процесс ее идет загрузки. Так вот медленно она начала вращаться. Это нормальный процесс, камера калибруется, все дела проходят. Устанавливайте. Проговаривается фразой все моменты, которые мы встретим при добавлении камеры в приложение Tuya Smart. Также камера поддерживает приложение Smart Life, Amazon Alexa и Google Home. Все эти сервисы поддерживаются. Открываю, зарегистрируйтесь, пройдите регистрацию. Через почту обычная регистрация, и будет ваш аккаунт. Вот у меня, например, показывает и температуру в моем регионе, и камеры, которые есть, все устройства. Это умный дом, по сути. Датчики, смотрите, у меня есть гирконы, датчики дыма, именно Wi-Fi-евские, которые работают самостоятельно. Можно зайти на каждый датчик и посмотреть его состояние, и даже состояние посмотреть аккумулятора, заряда, батарейки. Очень все классно. Это Tuya Smart приложение, Smart Life. Камера добавляем. Выбираем видеонаблюдение. Smart Wi-Fi камера. Услышали звуковые сопровождения, все дела. Возможно, есть камеры, в которых мигает светодиод. В нашей камере звук был. Ставим галочку, жмем далее. Здесь у нас роутер наш подтягивает домашний, мой домашний. Если первый раз, то возможно у вас список будет роутеров. Выбирайте нужный и вводите пароль Wi-Fi роутера. Все просто. Жмем далее и показываем QR-код камеры согласно инструкции в пределах 15-20 сантиметров. Услышал звуковой сигнал. Подтверждаем. И камера пошла добавляться. Идет процесс.
Все готово, я не успеваю вам показывать. Очень быстрое и простое добавление именно Tuya Smart приложение. Security камера, можете тут же назвать ее. Камера дом, камера дача, камера гараж, как захотите. Завершено, жмем. Идет добавление в список устройств. И сразу перебрасывает нас на картинку с камеры. Очень все классно, смотрите. Супер. Новые подключения. Прислал мне роутер сообщение, что имеются новые подключения по Wi-Fi к роутеру. Картинка класс. Просто класс. Вот, я вижу всю детализацию. Чем зарекомендовали себя вот эти вот камеры. Мини-поворотные с приложением Tuya. Очень классной детализированной картинкой. Адекватной работой приложения. Что немаловажно, сообщение по детекции, вот только я начал говорить и сразу пришло. Приходят вовремя, без задержек, присылается фото тревожное, все дела, очень классно. Звук, аудио также отлично из камеры. То есть камеры на данный момент беспроблемные. Можно их смело покупать и использовать. Ну, картинка просто классная. Правда, здесь освещение сейчас стоит хорошее. Но картинка, блин, смотришь и реально удивляешься. Очень классная детализированная картинка. Обновился веб-интерфейс приложения. Очень классно. Появилось много чего нового, полезного и удобно пользоваться. Сейчас захожу я в галерею. Сделал тут же уже для вас, для телеграм-канала, фотографию с камеры и записал короткое видео именно с камеры в приложение, которым поделюсь в Инстаграме. То есть в Инстаграме и в Телеграме. Телеграм-канал и Инстаграм по ссылке в описании к видео. Переходите. В Телеграме также я продаю по закупочной цене то, что я приобрел и показываю вам на Алиэкспрессе. Эту камеру также я вам могу продать в Украине по цене Алиэкспресса. Заходите, кому понравилось, и пишите мне. Много чего появилось вот тут на рабочем столе. Playback, понятно, заходим на карту памяти. Галерея — это то, что включили в момент просмотра. Фото сделать и нажать коротенькое видео, записать. И потом это можно искать в галерее. И делиться также в соцсетях, везде. Зашли, записали что-то, 10 секунд, увидели что-то и поделились. Цветные темы, вот. Это именно... вот, отлично вообще. Темы две темы, темная тема и светлая для приложения. Я выберу светлую для рабочего стола. Очень классно. Приват мод. Камера отключается быстрым кликом, одним кликом. Кто-то, например, подсматривает за вами, открыли вы камеру. Ну, как вариант, в транспорте где-то. Нужно вам камеру закрыть. Одним кликом вы ее закрыли в режиме ожидания и одним кликом ее опять же активировали. Night Mode, Color Light, Smart, ну то есть 3 ночных режима. По движению, активация по движению камеры. И активация движения самого за человеком. Вот здесь есть. Обновляется приложение, вот я этого еще не видел, например. Сворачиваем эту менюшку. Остаются полезные клавиши, основные здесь. Переговорное устройство можно нажать. И в прямом эфире, раз, два, три. Здесь сейчас видите вы, что эхо, потому что 2 устройства рядом. Но не нужно вам удерживать клавишу переговоров, чтобы говорить в динамик. Кликнули и разговариваем в онлайне с человеком, который находится на обратной стороне камеры, возле камеры. Вы удаленно взяли смартфон с собой, зашли через интернет на камеру и переговариваете с человеком без удержания клавиши. Это очень классно. Какая-то еще появилась. Вот клавиша такая. В таком можно ракурсе просматривать картинку. И, кстати, вот такой зум, смотрите. Качество практически не теряется. По минимуму теряется качество. Это очень классно. Такой вот 4-кратный цифровой зум. Качество очень классное сохраняется при таком вот зумировании. Камера вот следит за мной и уже присылает уведомление по слежению именно за человеком. Вот поворачивается она. Есть глубокие настройки, в которые вам каждый день не придется заходить. Троеточие. Информация об устройстве. Вся информация. И по IP-адресу, по всем делам. Мгновенные сценарии, автоматизация. Работа камеры с устройствами умного дома.
Основные настройки: переключение режима конфиденциальности, набор функций, перевернуть камеру, то есть картинку с камеры на 180, режим разговора, двухстороннее аудио, или же удержанием клавиши, это все можно переключать. Отображение времени водяным знаком можно убрать водяной знак времени даты с картинки камеры. Режим ночного видения автоматический поставил я, также там на рабочем столе можно ставить. Настройка оповещения, чувствительность, здесь же оповещение при обнаружении, обнаружение человека, отслеживание движения. Убрав обнаружение человека, камера будет следить за всеми делами. Monitor Detection, то есть, видите, меняется оповещение. Обнаружение человека, придет вам Human Detection. И по графику можно ставить, когда вам присылать уведомления. Если ночью не надо, например, или же наоборот днем не надо, ночью надо. Ставите графики. Очень классно. Все, настройки хранилища на SD-карта. Мощность, то есть емкость использована, оставшийся объем. И именно галочку нужно поставить. И какую? Запись событий или непрерывная запись. Запись событий по движению, непрерывная постоянка. И включите эту галочку, тогда камера будет сохранять видео на SD-карту. Даже график есть хранение видео и форматирование карты. Очень все гибко и многофункционально. Приобрести опцию. Облачное хранилище. Здесь надо подробно разбираться, я не приобретаю опцию, кому интересно, можно заходить. Бесплатно какой-то период дается, а потом, бесплатного пока ничего нет. Оффлайн уведомления и различные, доступ к общим устройствам, поделиться камерой можно. Обновления, нет доступных обновлений. Если будет обновление, именно сюда можно заходить, камеру обновлять. Перезапустить устройство, перезагрузка, также удаленно можно делать. Вдруг камера глючит, какие-то моменты зашли, перезапустить устройство, перезагрузиться. Удалить устройство из аккаунта. И можно камеру кому-то подарить, продать. Человек привяжет ее в свой аккаунт. Четко приходят уведомления на смартфон, на Apple Watch. Также приходят уведомления, если смартфон закрыт, то получаете на Apple Watch. У меня Apple, поэтому так все работает. Заходим в Human Detection и сразу нас перебрасывает в ваши тревожные сообщения на Tuya Smart, на приложении. Сразу открываем последнее. Нажать для просмотра. Имеется в виду открыть камеру для просмотра. Но там же, видели вы, получаем мы просто уведомления с фотографиями. Именно по человеку, по силуэту человека я поставил Human Body Detection и время. Время прибытия человека в кадр камере. Очень классные фотки. Фотками можно делиться, даже можно зумировать. Тут уже качество, соответственно, фотографий не такое, как видео. И при зуме уже номера на автомобиле не рассмотришь. Но марку авто видно, человека видно, кто идет. Даже возраст можно определить. Дата, время фиксируется. Все очень классно. И здесь таких сообщений уже, пока я ставил камеру, она уже все это дело здесь фиксировала. Люди ходили. Так, это я ставил и видео для вас. Записывала, она сделала фотку. Вот я уже выходил, пробовал. Она, смотрите, я только вышел, попал в кадр камеры. И она сразу меня определила и сразу сделала фотографию и прислала уведомление, что человек в кадре. Здесь вот так. Поймала человека, определила. Портрет на паспорт. И все моменты, все здесь есть. Сигналы тревоги в тревожных уведомлениях, именно в профиле и тревога. Там есть уведомления, заходите. Или сразу можно зайти с тревожного уведомления, перекинет вас в эту папку. Звук стандартный. Первый минус данной камеры, что нету OnVIF протокола, не работает она с видеорегистратором. Прошлая камера с боковыми прожекторами, с небольшими, сразу подвязалась к видеорегистратору и работала у меня без проблем. Эту камеру видеорегистратор не может найти в домашней сети, соответственно, OnVIF протокола в этой камере нету. Об этом и написано на странице товара, то есть там нету информации, что камера работает по OnVIF с видеорегистраторами. Эта камера для тех,
Кто хочет одну камеру, вот вам нужна одна камера. Не нужна вам система видеонаблюдения дома из видеорегистратора, из нескольких камер. Вот эта камера вам подойдет. Но даже в приложении можно просматривать несколько таких же камер. Если вы камеры поставили 4 штуки, вы можете в онлайне вести просмотр камер одновременно. Разделится экран смартфона на 4 камеры. В одном главное, что приложении Tuya Smart. По видеорегистраторам и скорее всего производители данных камер с Tuya Smart специально так и делают, потому что уже вышли видеорегистраторы с приложением Tuya Smart. С поддержкой Tuya Smart можно с Tuya просматривать и управлять видеорегистратором. Соответственно, он будет так же, как и XMI-евский видеорегистратор, хранить на жестком диске информацию, все вот эти моменты. И скорее всего эти камеры уже будут работать именно со своими видеорегистраторами. Но хотелось бы, конечно, чтобы они работали по OnVIF протоколу с видеорегистраторами других производителей. Если вам нужна такая камера, работающая с XMI, работающая с Hikvision, видеорегистраторами по OnVIF протоколу совместимости других производителей оборудования, есть у меня видео на канале, и ссылку я вам оставлю на ту камеру. Точно такой вариант с хорошей картинкой, со слежением чисто за людьми, с адекватным слежением. Та камера работает с видеорегистратором. Пошло слежение за людьми, пришло уведомление, что определение человека произошло. Не все значки, кстати, рассмотрел я. Direction. Управление выскакивает камерой. Можем управлять. Удаленно, понятно, все это работает. Лево-вправо, повороты, все адекватно работает. Вверх-вниз. Камера классно следит. Без дерганий. То есть поворачивается, вращается, управляется. Отлично. И посторонних нету звуков в микрофон. Не слышно звуков моторчиков. Нету ни рева, никаких помех вообще. Моторчики работают очень тихо. И смотрите, такой вот цифровой зум плюс-минус. С таким вот звуком. И очень классная картинка остается. Потери качества практически нету. Все. Так, а вот так мы управлять не можем еще зазумировать. Вот таким вот образом до беспредела. До бесконечности. Но не до бесконечности, но... И вот плюс-минус такое вот управление есть цифровым зумом. Дальше пресеты. Пресет назвали. Просто я так назову его. И сохраняется пресет. По идее, картинка должна прогрузиться именно этого места. Поворачиваю я камеру в другое место. Захожу на пресеты и кликаю по готовому пресету. И камера поворачивается в сохраненное положение. Очень классно. Таких пресетов я не помню. Но нужно пробовать. Скорее всего 8 или до 10 штук можно здесь делать. Задаете положение, сохраняете. И главное, что сохраняется картинка с пресета, облако и тревожное сообщение вот здесь на рабочем столе у вас есть. Очень классно, что камера работает чисто на человека, на силуэт. Можно сортировать, делать чисто человека. Какие-то остальные моменты, движущиеся автомобили. Все можно сортировать. И очень классная картинка. Дневная, вот обратите внимание, сейчас камера у меня просто работает по Wi-Fi в удаленной точке двора. Там Wi-Fi слабый, я переключил на SD качество, на легкое. Потому что в HD немного идут лаги, притормаживание. Посмотрите картинку в легком качестве, в SD. Супер детализация, очень все классно. В HD качестве камера будет работать вообще бомба. Сейчас, если прогрузится. Ну вот, прогрузилась. Здесь детализация вообще на высшем уровне. Давайте попробуем на карту памяти зайти. Так, здесь сразу пошло. Только она подключалась. Вот. Очень классный звук. Очень громкий звук. Очень громкий звук. Четкий, хороший. И, понятно, пошла уже запись. Так, смотрим. День открылся. 11 число. Понятно, что можно открывать. Вот. Календарь. По числам выбирать. И давайте посмотрим запись с улицы. Есть или нету. Да, вот я именно ходил.
Так, это там человек идет и в онлайне уже. Сейчас я смотрю в записи, а сообщение пришло по человеку в онлайне. Ну и вот, со звуком я выходил, камера следила за мной адекватно и до последнего, так сказать, пока я был в кадре, снимал, фотографировал ее, она за мной следила. Далее записи также есть, вот здесь временная шкала, можно ее, наверное, да, можно ее увеличить для удобства. Вот именно тот момент, где я вышел, и камера меня определяла, брала зеленым квадратом, выделяла, что, ну, объект, на который она срабатывает, и вела меня нормально. Заметил я, что в этой камере не такая чувствительность хорошая, с именно определения человека, как была в прошлой камере. Прошлая камера определяла людей очень далеко. Это почему-то вроде бы и все то же самое, а камеры немного разные. Та камера намного дальше человека определяла. Далее моменты также вот протаскиваете просто и смотрите. Повела человека и вернулась назад. Возвращение назад работает без проблем. Здесь не надо выставлять никакие точки. То есть из того положения, откуда ты включил камеру, туда она и вернется. Но вот смотрите, есть момент, когда камера за тем человеком следила, а этого человека упустила. Есть моменты, конечно, слежение не идеальное, но учтите, что эта камера, ну посмотрите, какой ценовой диапазон. Хотите с более адекватной работой, все просто, платите больше и получаете более качественней. Камера пока работает, вопросов нету к ней, следит, возвращается назад. Ждем ночи и посмотрим ночную картинку с камеры. А вы пока зайдите по ссылке, QR-код вот на экране, и присоединяйтесь к моему телеграм-каналу и к чату по видеонаблюдению. Там и там информация полезная. Если хотите напрямую со мной связаться, то телеграм-канал, пожалуйста, присоединяйтесь. Еще один просто офигеннейший момент. Смотрите, зум цифровой, реально рабочий. И не только для просмотра, приблизить объект, просмотреть, а он работает и со слежением. Я сейчас на максимальное зумирование поставил, и камера начала различать объекты далеко. То есть, если вы хотите, чтобы она следила за людьми на большом расстоянии, просто нужно использовать зумирование. Приблизил, зум использовал. И теперь вот люди, которые там далеко ходят, камера их определяет, присылает вам уведомление по тому человеку отдаленному и следит за ним, если стоит слежение. Все очень классно работает. Именно зумирование вот это. Сейчас я на минимум ставлю зум, и камера уже там далеко человека не будет определять, не будет по нему вести запись, не будет по нему присылать уведомления, а будет уже вести запись по людям именно тут, которые ходят рядом. Классная чистая ночная картинка с камеры. Очень классная. И вот сейчас как раз момент слежения ночью. Все это за счет ИК светодиодов. Дополнительного никакого нету ИК освещения. Камера имеет хорошую ночную картинку. Яркие, то есть мощные. Хватает для ее видимости этих ИК светодиодов. Ну и картинка ясная. Вы видите, что предметы, даже движущиеся, не так расплываются, как на бюджетных XMI-евских камерах. Хотя эта камера также бюджетная, но предметы, ну как бы ночью движимые, более стабильные, не плывут, не растягиваются, можно различить автомобиль, даже марку автомобиля проезжающего, ну и человека, кто проходит. Понятно, что как бы черты лица это все опять же сомнительно, но вариант зумирования, выставить камеру куда вам нужно. О, вот так. Приходит, видите, уведомление, скорость прихода вам тут же видна. Ну, камера вот так на зуме проследила совсем недалеко, но факт определения человека, людей был. Проехал автомобиль, вы видели. По-видимому, белых LED светодиодов на борту у камеры нету. Пробую я включать вот свет, light, ничего не происходит. Ночной режим пробую переводить в цветной, но картинка не меняется, не задействуется.
LED светодиоды, и в цвет она не переходит. По идее, скорее всего, менюшка общая для камер, которые также имеют LED светодиоды, но эта камера не имеет. Потому что даже при режиме тестирования первого включения, в основном у камер, у которых есть на борту LED светодиоды, она их тестирует в тестовом режиме, моргает светодиодами. Тут не было ничего, поэтому это чисто камера с ИК светодиодами и с черно-белой ночной картинкой, ну как обычные камеры. Плюсы этой камеры какие? То, что это Wi-Fi камера, то, что это поворотная камера и с определением силуэта человека. Именно тревога четкая приходит вам по человеку. Подходит человек, появляется в кадре, приходит вам уведомление. Ездят автомобили, бегают собаки, пролетают птицы, шевелятся листья. Камера вас не тревожит, если вы поставили ее чисто по человеку. Ну и какое-никакое слежение, ну адекватное за эту стоимость. Минус, нету ONVIF протокола, но так в характеристиках, в общем-то, это и прописано, что нет ONVIF протокола. Моменты, видите, могут быть ложное срабатывание ночью. Камере что-то кажется, силуэт человека где-то, приходит уведомление, ну такие моменты есть. Поэтому вы можете поменять чувствительность. На ночь, например, поставить среднюю. У меня сейчас высокая стоит, поэтому любые моменты она может фиксировать как силуэт человека, особенно вот когда снег, осадки идут. Вопрос по подключению. Камера работает через интернет, можете заходить удаленно. Взяли смартфон, вот так как я, включили его в другой точке мира, в другом городе, в другом конце города. Главное интернет, чтобы работал у вас на смартфоне. Мобильный какой там, Wi-Fi, любой. И камера должна тоже вещать в интернет. Например, несколько камер вы хотите подключить таких на даче. На даче нет проводного интернета. Есть вариант купить роутер, обзор я делал, карту мобильного оператора, покрытие которой этого оператора есть у вас на даче, к примеру. Установили туда сим-карту, вот, например, у нас в Украине безлимитный интернет Live раздает, и также бесплатная раздача интернета, Wi-Fi в этом пакете есть за определенную плату там в месяц, абонплату. И вы раздаете этим роутером Wi-Fi, эти камеры по Wi-Fi подключили к роутеру, и они вещают в интернет. Вы можете заходить на них вот так вот с приложения, на несколько камер, управлять, получать с них тревожные сообщения, что там кто-то движется, шевелится. И все варианты просматривать. Вот как я вам это все показываю. Видеообзор роутера у меня есть на канале. Ссылку оставляю под видео. Если не оставил, пишите в комментариях, читаю, все оставляю. Также присоединяйтесь в группу по видеонаблюдению в Телеграме. Общая группа, коллективно решаем вопросы, проблемы, которые возникают в процессе у новичков. Также общаются и люди уже опытные. Не стесняйтесь, новички, заходите. Также мы учимся вместе с вами. И также мой телеграм-канал, где я продаю вот это все, что приобретаю на Алиэкспрессе, показываю вам, тестирую и продаю вам по закупочной цене Алиэкспресса. Вам не надо будет ждать, а тут же зашли, и я вам эту камеру, уже проверенную, продаю по закупке в Украине. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, в дороге очень много интересных еще камер. До следующих видео.